Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом ролике я хочу рассказать 250 малоизвестных фактов, которые полностью правдивы. Прошу поставить большой палец вверх сейчас до просмотра, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. В поисках растений для пропитания лоси могут нырять на дно рек или озер, задерживая дыхание на 30 секунд. 2. Лапы ленивца устроены противоположным образом по сравнению с человеческой рукой. По умолчанию они сжаты, и чтобы их разжать, ленивцу требуется приложить значительные усилия. По этой причине ленивцы не падают с деревьев во сне. 3. Компания Many Pets провела исследование в лондонском теннисном клубе «Вилтон», в ходе которого собак учили подавать игрокам мяч. Те без проблем приносили игрокам мячи, но возникла неожиданная проблема. Собаки отказывались отдавать свои новые игрушки без угощения. 4. Комары чаще кусают людей в черной, красной и оранжевой одежде. 5. 12 тысяч еврейских солдат погибло на поле битвы за Отечество. Листовка, опубликованная в 1920 году немецкими еврейскими ветеранами в ответ на обвинение в отсутствии патриотизма. Во время Первой мировой войны правительство Германии провело перепись евреев, чтобы убедиться, что немецкие евреи не участвовали в войне. Каково же было удивление переписчиков, когда они обнаружили, что евреи не только воевали, но и делали это, как правило, на передовой линии. 6. Во Франции закон запрещает лишать детей наследства. Все дети наследодателя получают обязательную принудительную долю его имущества. 7. Существуют пауки, питающиеся рыбой. Они встречаются на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. 8. В государственном гимне Италии упоминается Польша, а в гимне Польши – Италия в положительном ключе. 9. Уилл и Джада Смиты в 2008 году открыли школу New Village Academy, которая не раз подвергалась критике из-за тесной связи с саентологами. Школа использовала образовательную методологию Рона Хаббарда, главы саентологов. Также несколько саентологов были в составе преподавательской группы. Школа закрылась в 2013 году. 10. Теоретически, папой римским может быть избран любой католик мужского пола, однако все папы, начиная с 1378 года, избирались из кардиналов. 11. С 1979 по 2007 годы жители городов-побратимов Нака, США и Нака, Мексика, часто играли в волейбол через пограничный забор, посылая мяч туда-сюда между странами. Эта практика закончилась, когда власти США заменили проволочный забор более высоким металлическим и запретили людям приближаться к нему. 12. Максимальная мощность лошади 15 лошадиных сил. 13. Осенью мозг белки увеличивается в размере. Это помогает ей запоминать, где она спрятала орешки. 14. У легенды джаза Эллы Фицджеральд с рождения был абсолютный слух. Музыканты настраивали инструменты под звучание ее голоса. 15. После того, как Мэрайя Кэрри рассталась со своим женихом Джеймсом Пекером, она потребовала от него компенсацию в $50 миллионов за неудобства из-за отмененной свадьбы. Кроме того, певица оставила себе обручальное кольцо за 10 миллионов, подаренное Пекером, и несколько раз носила его на публике, правда на среднем пальце, а не на безымянном. 16. Птенцы-подростки королевских пингвинов не похожи на взрослых пингвинов. 17. Сегодня в Италии существует более 350 видов пасты, а в XIII веке их было всего 4 – спагетти, равиоли, макароны и ньокки – клёцки. 18. Некоторые животные глотают и носят в пищеварительном тракте камни для помощи пищеварению. Эти камни называются гастролитами. 19. Слово «мона» в названии картины «Мона Лиза дель Джаконда» означает «госпожа». 20.
Согласно некоторым сведениям, Людовик XIV, умирая, сказал своей тайной жене Франсуазе: «При предстоящей нашей разлуке меня утешает лишь мысль, что она не будет продолжительной, и мы скоро свидимся». На что та ответила: «Очень любезное утешение. Эгоистом жил, эгоистом и умирает». 21. Если долго шептать, можно сорвать голос. 22. Клептопаразитизм – стратегия выживания, при которой одно животное питается тем, что крадет у другого. 23. Человеческий мозг распознает зловоние почти вдвое быстрее, чем приятные запахи. 24. Глаз бури, область в центре тропического циклона диаметром примерно 20-30 километров, где погода ясная и относительно тихая. 25. В Перу ежегодно 25 декабря проходит фестиваль Таканакуй, во время которого местные жители, мужчины, женщины и дети, могут подраться с кем угодно, чтобы выяснить отношения или отомстить за старые обиды. Эта публичная драка – альтернативный метод разрешения конфликтов и поддержания мира в обществе. 26. Масса мозга составляет приблизительно 2% от массы тела, но на его деятельность расходуется 20% от всей потребляемой глюкозы и кислорода. 27. Большинство детей и подростков чувствуют себя старше, чем они есть на самом деле. Это психологическое явление называется субъективный возраст. К 30 годам около 70% людей ощущают себя моложе своего истинного возраста. И со временем разрыв между настоящим и субъективным возрастами постепенно увеличивается. 28. Чтобы сократить количество автомобилей на дорогах, власти Пекина выдают ограниченное число автомобильных номеров через лотерею. Ездить по городу без местного номерного знака запрещено, а спрос многократно превышает предложение. В одной из лотерей участвовало более 2 миллионов человек, и шанс получить номер составлял всего 1 к 725. 29. Морских слизней вида Элисия кларотика можно назвать животными листьями, так как они наполнены хлоропластами, производящими фотосинтез, и даже по форме напоминают зеленые листья. Слизни добывают хлоропласты из водорослей, которыми питаются. Это единственный на планете известный нам вид животных, производящих кислород, как растения. 30. Мошки машут крыльями со скоростью более 62 тысяч раз в минуту. Это рекорд среди известных науке насекомых. 31. Фиксируя взгляд на каком-либо объекте, мы совершаем быстрые движения глазами, называемые саккадами. Человек совершает более 100 тысяч саккад в сутки. 32. Из около 1500 активных вулканов Земли лишь 8 имеют постоянные лавовые озера. Последние обнаружили в 2019 году на вулкане Маунт-Майкл, настолько труднодоступном, что озеро увидели только со спутника. 33. Рубль – вторая по древности национальная валюта, сохранившая свое название до наших дней. Первая – фунт стерлингов. 34. Актеры, озвучивавшие Микки Мауса и его возлюбленную Мини Уэйн Олвайн и Расси Тейлор, в жизни были мужем и женой. 35. В Средневековье один момент был мерой времени и равнялся 90 секундам. 36. В городе Атенс, штат Джорджия, растет белый дуб, которому, согласно городской легенде, принадлежат он сам, и 8 футов земли вокруг него. Считается, что около 1832 года профессор и юрист Уильям Генри Джексон из любви к дереву оформил дарственную, навсегда передав ему право собственности на самого себя. Оригинал документа так и не нашли, а с юридической точки зрения такая сделка вряд ли могла иметь силу, поскольку дерево не может быть субъектом права. И история впервые появилась в печати лишь в 1890 году, почти через 60 лет после предполагаемой передачи прав. Исходный дуб рухнул в 1942 году, а в 1946 местный садоводческий клуб высадил на его месте саженец, выращенный из его желудя. Новое дерево называют сыном дуба, владеющего собой, и считают законным наследником своего знаменитого предшественника. 37. Звездоносы и кроты умеют чувствовать запахи под водой.
Для этого они выпускают из ноздрей крошечные пузырьки воздуха, а затем втягивают их обратно вместе с молекулами запаха. 38. У утконосов на задних лапах есть ядовитые шпоры. Яд утконоса может убить собаку динго или другое некрупное животное, а у человека вызывает отек и мучительную боль, продолжающуюся несколько месяцев. 39. Долгое время жирафов считали безголосыми. Но в 2015 году ученые выяснили, что по ночам они тихо гудят на частоте около 92 Гц. Этот почти неслышимый для человека звук, вероятно, помогает животным поддерживать связь в темноте. 40. Производители пармезана вшивают в казеиновую этикетку на корке каждой головки микрочип размером с зернышко соли. Он хранит данные о происхождении и дате созревания сыра и считывается лазерным сканером. Чип сделан из пищебезопасного материала. Если его случайно съесть, ничего не произойдет. По оценкам консорциума и итальянской аграрной ассоциации Колдирети, мировой рынок контрафактного пармезана достигает $2 миллиардов в год. 41. В 1935 году австрийский зоолог Конрад Лоренц вылупил серых гусят в инкубаторе, и те приняли его за мать, ходили следом и игнорировали настоящих гусей. Так он открыл импринтинг, запечатление. В первые 13-16 часов жизни птенец намертво записывает в память первый движущийся объект, который видит и считает его родителем до конца жизни. 42. Люди с искусственным хрусталиком глаза ранних моделей могли видеть ультрафиолетовое излучение. 43. 1 августа 1971 года астронавт Аполлона-15 Дэвид Скотт обнаружил на краю кратера Спар небольшой белый камень и передал в ЦУП. «Думаю, мы нашли то, зачем пришли». Перед ним был кусок первичной лунной коры возрастом около 4,1 миллиарда лет, почти ровесник самой Луны. Камень на 98% состоит из минерала плагиоклаза, который в эпоху лунного магматического океана всплывал наверх и застывал. Именно из него и должна была формироваться кора. Найти его считалось главной научной задачей миссии. 44. Пиявка – это кольчатый червь, как, например, дождевые черви. 45. В грузинском языке слово «мама» означает «отец». 46. Старейшие из сохранившихся банкнот были напечатаны в Китае в 1375 году. К 1425 году гиперинфляция обесценила их до 0,14% от номинала, и люди перестали ими пользоваться. Бесполезные купюры складывали пачками внутрь статуй Будды и замуровывали в стены, где их спустя столетия и нашли европейские солдаты во время боксерского восстания 1900 года. 47. В Конституции Гаити 1805 года все граждане, вне зависимости от цвета кожи, определялись как черные, но в то же время Конституция запрещала белым мужчинам владеть землей. 48. Синий цвет самый любимый в человеческой культуре. Более 40% людей отдают ему предпочтение перед всеми остальными цветами. При этом синий – самый редкий цвет в природе. Он встречается менее, чем у 10% растений и еще реже у млекопитающих, рыб, птиц и других животных. 49. В 1803 году США купили у Наполеона огромную территорию Луизианы, те земли, которые 38 лет принадлежали Испании. Джефферсон тут же отправил экспедицию Льюиса и Кларка исследовать новые владения и проложить путь к Тихому океану. Испанцы были в ярости и снарядили из Санта-Фе 4 отряда, чтобы арестовать экспедицию, но так и не догнали. В сентябре 1806 года последний испанский отряд, так и не найдя американцев, повернул домой, а Льюис и Кларк в это время уже плыли к Сент-Луису, так и не узнав, что за ними охотились. 50. У основания каждого волоска на коже есть микроскопические мышцы, которые приподнимают эти волоски. 51. На дне океана есть подводные соляные озера. Их вода в 5 раз солонее морской и не смешивается с ней, образуя четкие берега.
52. После удаления 2/3 печени она всего за неделю восстанавливается до прежнего размера. 53. Пластмассовый наконечник шнурка, облегчающий его вдевание, называется эглет. 54. Если каждый день пробовать новый сорт яблок, то на то, чтобы перепробовать все, уйдет около 20 лет. 55. Эффект IKEA. Люди сильнее ценят вещи, которые собрали своими руками. 56. Прапрадед Авраама Линкольна Джон Хэнкс был прапрапрапрапрадедом Тома Хэнкса. 57. В кротовых норах есть кладовки, где они хранят живых червей, парализованных токсинами кротовой слюны. В этих кладовках может храниться несколько сотен червей. 58. Немецкое слово «ханшух», означающее перчатки, дословно переводится как «ручная обувь». 59. Согласно статистике, чаще всего полиция останавливает серебристые автомобили. Следом идут автомобили красного цвета. 60. Стив Джобс хотел назвать свою компанию Apple отчасти для того, чтобы ее название в телефонном справочнике стояло выше, чем компания, в которой он до этого работал, Atari. 61. Летучие мыши умеют взлетать и приземляться вниз головой. 62. Женщины в деловой переписке, как правило, используют больше восклицательных знаков, чем мужчины. Они делают это, чтобы казаться дружелюбнее. 63. В Канаде и США есть антипраздник – День без покупок, возникший как ответ на существование Черной пятницы, дня, которым открывается период распродаж в ноябре. 64. В 1940-х годах в США вошло в моду платье модели поп-овер. Особенность платья была в том, что к нему можно было пристегнуть кухонную рукавицу-прихватку. 65. Смешивание мха с йогуртом создает растущую краску, которую можно использовать для рисования мхом на различных поверхностях. 66. Разглядывание фотографий любимых людей может снижать физическую боль на целых 40%, утверждает исследование, проведенное в Стэнфордском университете. 67. 3/4 мирового продовольствия производится из всего 12 растений и 5 видов животных. 68. За время правления Елизаветы II сменилось 15 английских премьер-министров, первым из которых был Уинстон Черчилль. 69. Апельсин – это гибрид мандарина и помело. 70. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров на Филиппинах стали производить кетчуп из бананов. Этот продукт до сих пор пользуется большой популярностью в стране. 71. Большинство людей в мире имеют черный цвет волос – 75-85%. На втором месте шатены – 11%. Затем идут блондины – 3% и рыжие – 1-2%. 72. Бог – единственный персонаж мультсериала «Симпсоны», изображенный с 5, а не с 4 пальцами на руках и ногах. 73. После подписания Версальского мирного договора маршал Фердинанд Фош, считавший договор слишком мягким по отношению к Германии, сказал: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». 20 лет и 65 дней спустя началась Вторая мировая война. 74. В начале XIX века Рио-де-Жанейро на протяжении 13 лет был столицей Португалии, что делало его единственной европейской столицей, находящейся за пределами Европы. 75. В геопарке Джанье-Данься в Китае расположена уникальная горная цепь с полосатым рельефом, сформированная слоями песчаника и минералов за 24 миллиона лет. 76. Земля находится примерно в 150 миллионах километров от Солнца. Чтобы достичь ее поверхности, солнечному свету требуется 8 минут 19 секунд. 77. В среднем мужчины по всему миру женятся на женщинах, которые младше их на 3 года. 78.
Цветок рафлезии достигает более метра в диаметре, весит свыше 10 килограммов и издает запах, напоминающий разлагающееся тело. 79. Нетопырь Дарвина всегда элегантен. Окрас этой рыбы создает иллюзию ярко накрашенного рта. Рыба при помаде – незабываемое зрелище. 80. Вместо песка красный пляж Паньцзинь покрыт водорослями суеда, которые растут с апреля до глубокой осени. Летом они зеленые, а осенью становятся темно-красными, придавая пейзажу необычный, почти неземной вид. 81. На 6-й неделе у человеческого эмбриона появляется хвост из нескольких позвонков, которые позже срастутся в копчик. 82. Хотя инжир считается фруктом, он не всегда подходит для вегетарианцев. Внутри него могут быть осы. Самки ос проникают в плод, чтобы отложить яйца, а затем погибают. Их тела расщепляются с помощью фермента фицина, содержащегося в инжире. 83. У людей врожденными считаются только два страха – падение с высоты и громкого шума. Все остальные, включая боязнь насекомых, пауков и змей, являются выученными, то есть приобретенными под влиянием среды и общества. 84. Ширли Темпл сделала самую быструю карьеру в истории кинематографа. В 6 лет она уже получила «Оскар», а в 8 вошла в десятку самых высокооплачиваемых голливудских актеров. 85. Изначально Майами – название племени североамериканских индейцев. 86. Китовое молоко по консистенции, как зубная паста. 87. Если бы мы смогли извлечь все золото из ядра Земли, его хватило бы на то, чтобы покрыть планету золотым слоем полметра толщиной. 88. Зеленые бананы, имеющие острые грани, а не округленное поперечное сечение, не стоит покупать, поскольку они не дозреют позже. Их просто слишком рано сорвали. 89. Строительство Сиднейского оперного театра превысило изначально заложенный бюджет почти на 1400%. 90. Люди, размещающие информацию о своих тренировках в соцсетях, чаще других страдают от психологических проблем, показало исследование. 91. Первое сообщение, отправленное по интернету, было Ло в 1969 году. Программист из UCLA пытался отправить слово «логин» в Стэнфордский университет, но машина смогла переслать только первые 2 буквы. 92. Сутки на Венере длятся дольше года. 93. Согласно Конституции Непала, если президент страны мужчина, вице-президентом должна быть женщина, и наоборот. 94. Официальное название Мексики – Мексиканские Соединенные Штаты. 95. Животные, успешно проходящие зеркальный тест, способны узнать самих себя в отражении. Это считается признаком наличия самосознания. К ним относятся афалины, касатки, бонобо, орангутаны, шимпанзе, гориллы, слоны, сороки, вороны, скаты, манта, атлантические крабы-призраки, осьминоги и некоторые другие животные. Кошки и собаки этот тест не проходят. 96. В 2009 году рэпер Кулиу получил травму, когда пытался прыгнуть в толпу со сцены. Толпа расступилась, а когда рэпер упал, люди набросились на него и сняли кроссовки, часы, украшения и очки. 97. Мокрицы дышат жабрами. 98. Самый неудобный магазин в мире расположен на скале в китайской провинции Хунань, на высоте 120 метров. 99. В экстремальных условиях человеческий организм способен выделять до 14 литров пота в сутки. 100. Птица-сорокопут насаживает свою добычу на шипы, за что получила прозвище «птица-мясник». 101. Адидас и Пума появились из одной семьи. Сначала братья Адольф и Рудольф Даслеры вместе развивали общий бизнес, но в 1948 году поссорились и разделили компанию. Адольф оставил себе Адидас, а Рудольф основал компанию Руда, будущую Пума. 102.
IKEA – это аббревиатура от Ингвар Кампрад Эльмтарит Агуннарит. Ингвар Кампрад – имя основателя IKEA, Эльмтарит – название фермы, на которой он вырос, а Агуннарит – название деревни, в которой была эта ферма. 103. Покупка игрушки для питомца принесет вам больше счастья, чем аналогичная по стоимости покупка вещи для себя, показало исследование. 104. Крылья летучих мышей – это сильно измененные эволюцией руки. 105. Евгений Сандов, первый в истории бодибилдер и автор самого этого термина, был наполовину русским, по матери. 106. Часть света Азия названа в честь мифологического персонажа Океаниды Асии, жены Прометея, одной из 3000 дочерей Титана Океана. 107. На заре своей кинокарьеры Мэрил Стрип пыталась получить роль в «Кинг-Конге», но продюсер Дина де Лаурентис отклонил ее кандидатуру, назвав молодую актрису уродливой. 108. Герб Ирландии – золотая арфа с серебряными струнами. Это единственная страна, в которой государственным символом служит музыкальный инструмент. 109. Косметическую компанию «Ревлон» основали братья Чарльз и Джозеф Ревсоны. Третьим партнером стал химик Чарльз Лачман. Вот почему в названии фирмы есть буква «Л». 110. Медуза Туритопсис дорнии может жить вечно. 111. Самая маленькая млекопитающая, известная науке, свиноносая летучая мышь. 112. Термин «любовь» произошел от «лубьяти» санскрит и означает «желание». 113. Слово «друзья» повторяется в каждом из эпизодов сериала «Друзья». 114. По неизвестной причине J – единственная буква, которой не назван ни один элемент в периодической таблице химических элементов. J отсутствует в таблице во всех странах, кроме Норвегии, Польши, Швеции, Сербии и Хорватии, которые используют J в названии йода. 115. Взрослый человек моргает около 15 раз в минуту, а младенцы всего 2-3 раза. 116. Женщины обычно мельче мужчин, и тоже касается их языков. Средняя длина мужского языка – 8,4 см, а женского – 7,9 см. 117. Композитор и писатель Оскар Хаммерстайн II – это первый и единственный человек по имени Оскар, получивший Оскар. Он удостоился этой премии дважды. 118. Ноздри пропускают воздух неравномерно. Одна дышит лучше, другая хуже. Какая именно, то левая, то правая, решает нервная система. 119. Волосы человека, собранные в один пучок, могут выдержать нагрузку до 12 тонн. 120. Нехватка железа в крови может проявляться пагофагией, тягой к поеданию льда. 121. Чтобы насытиться летучим мышам-вампирам, необходимо за одно кормление выпивать количество крови, равное половине массы их собственного тела. 122. У всех людей гены совпадают на 99,9%. 123. В Бенине, Центральная Африка, рождается больше всего в мире близнецов. Вероятность появления на свет близнецов составляет в среднем 13 случаев на 1000 рождений. В Бенине эта цифра достигает 30 на 1000. Дело в сочетании факторов – генов, климата, физиологии матерей. 124. Хотя белых медведей можно встретить во всех странах Северного полярного круга – США, Гренландия, Норвегия, Россия – большинство из них, 60-80%, живут в Канаде. 125. В 1985 году Стива Джобса уволили из Apple, компании, которую он же и основал, по решению совета директоров, а в 1996 взяли обратно. 126.
До публикации в 1849 году романа Шарлотты Бронте «Ширли» о богатой наследнице по имени Ширли, это имя считалось мужским. Роман имел большой успех, имя вошло в моду и стало женским. 127. В 1900 году в Париже был движущийся тротуар, развивавший скорость до 10 км в час. 128. Знаменитая фраза Шерлока Холмса «Элементарно, Ватсон» не встречается в книгах Конан Дойла, ее придумали позже в театральной постановке. 129. У англосаксов январь назывался Вульфманат – месяц волков. В этом месяце голодные волки настолько наглели, что в поисках добычи заходили в людские поселения. 130. Книга, о прочтении которой люди врут чаще всего, 1984 Джорджа Оруэлла, выяснила исследование. 131. Из-за особенностей пищеварения тропическая птица гуацин так сильно пахнет навозом, что ее прозвали «птица-скунс». 132. Полярные льды тают так быстро, что к 2050 году корабли смогут проходить через Северный полюс, что снизит торговые издержки Европы и Китая, но создаст массу новых экономических проблем. 133. У рыбы фугу очень необычный скелет, позволяющий ей раздуваться, как шар. 134. Нобелевскую премию не выдают посмертно, однако в 2011 году ее получил американский иммунолог Ральф Стейнман, который на момент присуждения был уже 3 дня как мертв. Но Нобелевский комитет не знал об этом. 135. Звуки ссоры могут влиять на новорожденных младенцев. Когда ребенок слышит гневные крики, у него активизируются области мозга, обрабатывающие стрессовые реакции. 136. Apple создала только одну компьютерную игру «Зазеркалье», вдохновленную Алисой в «Стране чудес» и вышедшую в 1984 году. 137. Британских актеров, добившихся крупного успеха в Голливуде, называют «британской стаей». В стаю входят, в частности, Гэри Олдман, Дэниел Дэй-Льюис, Тим Рот, Колин Фёрд и другие. 138. Грызуны самой природой вынуждены грызть, поскольку их резцы постоянно растут, и их необходимо стачивать. 139. Венгерский художник Эльмир де Хори так искусно имитировал шедевры живописи, что его подделки знаменитых картин сами по себе стали считаться искусством. 140. 70% сицилийских компаний по-прежнему платят мафиози дань за защиту, то есть, по сути, за крышу. 141. Волосы отлично впитывают масла, поэтому их используют для сбора попавшей в океан нефти. 142. В Ирландии есть холм, прозванный клубом адского пламени. Разрушенное здание на его вершине считается одной из первых ирландских масонских лож. 143. Существует 6 основных поз сна. Эмбрион, бревно, молящийся, солдат, в падении и звезда. Остальные позы вариации или сочетания элементов этих поз. 144. Самое распространенное название улицы в США – 2-я, Second Street. На 2-м месте 3-я, а на 3-м – 1-я. 145. Исследование показало, что женщины выглядят старше всего в среду в 15:30. 146. Все часы в зоне отбытия Нью-Йоркского центрального вокзала спешат ровно на 1 минуту. 147. Религиозные люди реже заводят кошек, чем собак, выяснилось в ходе исследования. 148. 95% запасов серотонина, так называемого гормона счастья в организме человека, производят кишечные бактерии. 149. Исследование показало, что вегетарианцы пукают в 7 раз чаще тех, кто питается как обычно. 150. В Японии водители автобусов бастуют против работодателей, продолжая ездить по маршрутам, но не беря плату с пассажиров. 151.
Когда Джейн Уайльд вышла замуж за Стивена Хокинга, она думала, что брак продлится не более 2 лет. Примерно столько, по прогнозам врачей, Хокингу оставалось жить. В итоге их брак просуществовал 30 лет. 152. Исследования показывают, что люди легко отличают обеспеченных людей от бедных просто по лицу. Людей с богатыми лицами чаще и охотнее нанимают работодатели. 153. Люди, работающие в хорошо проветриваемых помещениях, на 61% эффективнее мыслят и справляются со своими задачами, показало исследование. 154. Если бы диаметр Земли был на 50% больше, люди не смогли бы летать в космос при помощи ракет. 155. Жираф – единственная позвоночная, не умеющая зевать. 156. Опрос 10 тысяч человек показал, что мужчины гораздо чаще женщин влюбляются с первого взгляда. 48% против 28%. 157. Имя голосового помощника Apple Siri – это норвежское женское имя, которое означает «красивая женщина, ведущая вас к победе». 158. Самая маленькая птица в мире и самый маленький из известных динозавров – пчелиный колибри. Длина тела этой крошки всего 6 сантиметров, а вес 2,5 грамма. 159. В ночь премьеры фильма ужасов «Пила 3» в Великобритании 5 человек упали в обморок во время просмотра, 3 из них в одном кинотеатре. 160. Предок спортивной ходьбы – соревнования пешеходов, популярные в XIX веке. Его участники просто ходили на дальние дистанции. Кто больше пройдет, тот и победил. 161. Морская вода соленая, потому что дожди размывают горные породы. Минералы вместе с дождевой водой стекают в реки и ручьи, а затем в моря и океаны. Кроме того, соль может появляться благодаря химическим реакциям, вызванным подводными вулканами. 162. Дэвид Боуи перемещался по Нью-Йорку на метро с греческой газетой в руках, в расчете на то, что люди подумают, что он просто грек, похожий на Боуи, и оставят его в покое. 163. С 1890-х по 1920 годы Аргентина входила в десятку самых богатых стран на Земле, а затем пережила один из крупнейших экономических спадов в современной истории. 164. Тараканы очень важны для экологии. Они поедают разлагающиеся органические материалы, производя питательные вещества для других организмов, и сами служат едой для многих животных. 165. В каждой голландской полицейской машине есть плюшевый мишка, чтобы успокоить напуганного или пострадавшего ребенка. 166. У самцов лошадей больше зубов, чем у самок. У самцов от 40 до 42 постоянных зубов, в то время как у самок от 36 до 40. 167. У людей цикл переваривания пищи составляет от 12 до 48 часов, а ленивцам на это требуется 30 дней. 168. У выдры самый плотный мех в мире. Около 1 миллиона волос на каждые 2,5 сантиметра. Этот двухслойный мех помогает выдре удерживать воздух у корней волос, благодаря чему кожа не намокает. 169. Манхэттен – вид муравьев, живущих только в одном месте планеты. В Нью-Йорке, на Манхэттене. 170. Личная черепаха Чарльза Дарвина прожила 176 лет и скончалась в 2006. Гарриетта, которую Дарвин привез с Галапагосских островов 5-летней малышкой, пережила своего хозяина на 124 года. 171. Земной кислород производится океаном. Фитопланктон, водоросли и другие морские фотосинтезаторы ответственны за обновление более чем половины всего кислорода, содержащегося в земной атмосфере. 172. Гравитация определяет высоту гор на планете. На Земле, например, горы не могут быть выше 10 километров. 173.
Язык, которым пользуются пилоты и диспетчеры, называется авиационный английский. Он состоит всего из примерно 300 слов, но жизненно важен для обеспечения безопасности полетов. 174. В 1967 году Гарольд Холт, 17-й премьер-министр Австралии, плавал в море возле Портси, штат Виктория, и бесследно исчез. Его искали всей страной, но так и не нашли. 175. Гравитация нейтронной звезды настолько сильна, что высота самой высокой горы на ее поверхности не превышала бы и 5 мм. 176. Изначально буква Z стояла на 7-м месте латинского алфавита, но около 300 года до нашей эры римский цензор Апий Клавдий Цек счел ее ненужной и исключил. Спустя 3 века Z вернулась, но уже на последнее место, где остается до сих пор. 177. 1 миллион 400 тысяч долларов. Столько в 2019 году заплатил китайский миллионер за голубя Армандо, признанного лучшим гонщиком на длинные дистанции. 178. В доме Хемингуэя живут кошки с лишними пальцами. Писатель при жизни очень любил кошек с полидактильностью, поэтому сейчас в его бывшем доме во Флориде живут 60 кошек, в основном с лишними пальцами. 179. В банкоматах Ватикана вся информация на экране отображается на латыни, однако при желании ее можно переключить на английский. 180. В городке Лилидейл, штат Нью-Йорк, живут всего 275 человек. Почти все они называют себя экстрасенсами и спиритуалистами. 181. Имя Джессика впервые появилось в шекспировском «Венецианском купце» и, по всей видимости, было придумано самим Шекспиром. Более ранних упоминаний история не знает. 182. Лошади имеют мимику. Эти замечательные животные активно пользуются ушами, ноздрями и глазами для общения друг с другом. 183. Существует целый ряд аномалий обоняния. Среди них анасмия – полная или частичная потеря обоняния. Дизосмия – нарушение обоняния, когда вместо одного запаха воспринимается другой. Гиперосмия – чрезмерное восприятие запаха. 184. По кольцам на пне можно определить не только возраст дерева, но и в каких условиях оно росло. В жаркие засушливые годы в стволе образуются тонкие кольца, а в годы, изобилующие дождями, широкие. 185. Морская соль не полезнее обычной. И то хлорид натрия. Морская соль дороже только потому, что ее сложнее добывать. 186. Если коров доить под музыку, они дают в среднем на 3% больше молока. 187. Астронавт Скотт Келли пробыл в космосе всего 1 год. За это время его ДНК стала отличаться от ДНК его брата-близнеца. 188. Изначально динамит хотели назвать Нобелевским порошком безопасности. Термин «динамит» ввел в употребление в 1860-х годах сам изобретатель этого взрывчатого вещества Альфред Нобель. Слово образовано от греческого слова «сила». 189. На Земле ходить в туалет помогает сила притяжения. Когда мочевой пузырь заполняется примерно на треть, мы ощущаем позыв к мочеиспусканию. На МКС из-за невесомости космонавты не чувствуют этих позывов до тех пор, пока пузырь почти полностью не наполнится. 190. Если хранить яблоки при прохладной температуре в проветриваемом помещении, они будут оставаться свежими не менее 10 месяцев. 191. Продукт, быстрее всего приводящий к ожирению – чипсы. Чипсы содержат трансжиры, насыщены крахмалом. В них добавляют огромное количество соли и готовят самым вредным способом – обжариванием в большом количестве масла. 192. Если хотите сбросить пару лишних кило, попробуйте сменить посуду. Тарелки берите самые маленькие, что есть в доме, а вилки самые большие, и вероятность переедания снизится сама собой. 193. Самый старый из найденных флаг в истории человечества. Его возраст около 5000 лет.
а изготовлен он из меди. 194. Время от времени осьминоги устраивают уборку в своем жилище, выталкивая мусор мощной струей воды. 195. В Японии существовал обычай специально оставлять на одежде сметывающие нитки, чтобы всем было видно, что наряд новый. 196. Вулкан Кавах-и-Джен в Индонезии извергает голубое пламя. 197. Испанский король Альфонсо XIII был самым молодым королем в истории. Он стал им в день своего появления на свет. 198. Шимпанзе гораздо лучше людей плетут интриги. Причина в том, что шимпанзе живут в конкурентной социальной среде, где необходимо постоянно пытаться обхитрить собратьев, а люди, наоборот, от рождения склонны к сотрудничеству. 199. Актриса Анна Николь Смит прославилась в 1994 году, выйдя замуж за миллиардера на 62 года старше нее. Через год богач скончался, не оставив Анне ни гроша. 200. Название города Филадельфия, США, переводится с греческого как «братолюбие», поэтому его прозвали «городом братской любви». 201. Слово «арийцы» никогда не имело отношения ни к немцам, ни к Германии. Арийцами называли индоиранский народ, живший на территории между Левантом и Северной Индией. И именно от этого слова «ариен» происходит название страны Иран. 202. Женщины гораздо сильнее мужчин нуждаются в железе. Им необходимо получать в среднем 18 мг железа в день, а мужчинам всего 8 мг. Недостаток железа приводит к повышенной утомляемости, слабости и одышке. 203. Лошади бывают перламутровыми. На фотографии ахалтекинская лошадь, а краса кремела. 204. Через закрытое окно загореть невозможно, потому что большинство видов стекла не пропускает ультрафиолетовое излучение, необходимого для загара диапазона. 205. На дне океана покоится около 3 миллионов затонувших кораблей. Самые известные из них – «Титаник», «Непобедимая армада Филиппа II», флот Хубилай-хана у берегов Японии, а также корабли Христофора Колумба. 206. Когда космонавты возвращаются с МКС, им трудно адаптироваться к наличию гравитации. Многие из них признаются, что даже спустя месяцы у них сохраняется привычка просто отпускать предметы в расчете на то, что те будут плавать по воздуху, а не упадут вниз. 207. Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, ласково называл свою жену «капусткой». 208. В 1980-х годах физик Карл Саган предположил, что в случае ядерной войны наступит так называемая ядерная зима. Образуется столько атмосферной пыли, что солнечные лучи перестанут доставать до поверхности Земли. Климат станет таким же, каким был после падения Чиксулубского астероида, когда вымерли динозавры. 209. Если муравей смертельно ранен, он будет всячески мешать другим муравьям ему помочь, вынуждая их уйти, чтобы ресурсы колонии не расходовались зря. 210. В Китае за жульничество на вступительных экзаменах в ВУЗ можно получить до 7 лет тюрьмы. 211. Вероятность умереть в день собственного рождения на 14% выше, чем в любой другой день года. 212. На родине организованной преступности, в Сицилии, дань ракетирам называется пиццо. 213. В 2008 году правительство Венесуэлы переименовало национальную валюту боливар в сильный боливар, а к 2012 году сильный боливар вновь ослаб и стал просто боливаром. 214. Родился немного уставшим. Так в XIX веке говорили про ленивых людей. 215. Учитывая слабую гравитацию и снижение маневренности из-за скафандра, астронавту потребовалось бы около полугода, чтобы пешком обойти вокруг Луны. 216. Дуэт Фредди Меркьюри и Майкла Джексона не состоялся, потому что Меркьюри был против присутствия в студии ручной ламы Джексона.
217. Миф об удивительной стройности француженок не соответствует действительности. По данным исследований, всего 6% француженок носят 40-й итальянский размер, а 46-й является самым распространенным. 218. Ученые обратили внимание на одну интересную особенность. Муравьи, которые запасают на зиму семена и зерна, обязательно раскалывают каждый из них надвое, прежде чем спрятать в муравейнике. Это потому, что разбитое на две части зернышко никогда не прорастет, даже если поместить его в идеальные для этого условия, а в муравейнике как раз идеальные. Но затем ученые увидели, что семена кориандра муравьи всегда раскалывают не на две, а на 4 части. Они заинтересовались этим и в лабораторных условиях выяснили, что кориандр – единственное растение, зерна которого могут давать ростки даже в том случае, если их расколят надвое. Но если на 4 части, тут уже все фаталити. 219. В интернете завирусилось фото грустного пса, который завалил экзамен из-за игрушки. Райкера не взяли на службу в полицию, потому что он провалил тест. На полигоне бросили плюшевого слона и приказали игнорировать. Райкер не выдержал, подошел, взял игрушку в зубы и принес хозяину. Так как служебные собаки должны быть сосредоточены на командах, пёсель не прошел. Но хозяин купил ему точно такого же слона. Все равно хороший мальчик. 220. Осел один против стаи убийц. Ранчо в Джорджии. Ночь. Фермер просыпается от криков овец, хватает ружье, бежит к загону и замирает. Посреди поля стоит его осел по кличке Джейк. Вокруг него 3 мертвых койота. 4-й убегает, хромая. Овцы целы, все до единой, а осел спокойно жует сено, будто ничего не было. Большинство людей воспринимают ослов как упрямых, глупых, бесполезных существ. Но фермеры, особенно в Америке и Австралии, знают правду. Осел – один из лучших охранников стада. Лучше собаки, иногда лучше человека. Койоты, дикие собаки, даже волки. Осел не боится никого. Его инстинкт защиты территории настолько силен, что он атакует любого хищника без колебаний. И главное, он не отступает. Собака может испугаться, убежать. Осел стоит насмерть. Как они атакуют? Зубами хватают за шею, передними копытами бьют в голову и ребра. Удар взрослого осла ломает кости. Если хищник упал, осел добивает, топчет, пока угроза не исчезнет. Это не милое упрямое животное из детских книжек. Это машина для убийства всего, что угрожает его стаду. Исследования показали, на ранчо с ослами-охранниками потери овец от хищников падают на 80-90%. Один осел может защитить стадо из 100 голов. Он не спит, когда овцы спят. Он патрулирует, он слушает, и когда опасность приходит, он идет навстречу. История Джейка не уникальна. В Австралии осел убил динго, который годами терроризировал округу. В Техасе осел загнал горного льва и держал его в углу загона до прихода хозяина. В Колорадо осел растоптал медведя, который пытался добраться до ягнят. За это их не награждают медалями. О них не пишут в газетах. Они просто делают свою работу. Каждую ночь, каждый сезон, тихо, упрямо, смертельно эффективно. Тот фермер из Джорджии говорит, что Джейк спас ему бизнес. До осла он терял по 20-30 овец за год, после ни одной. 3 года подряд. Джейк стоит на своем поле, жует траву, машет ушами. А койоты теперь обходят это ранчо стороной. Они помнят и боятся. 221. Бинтурунг, или медвежья кошка, известен своим необычным запахом, напоминающим свежий масляный попкорн. Такой аромат возникает из-за химического соединения, содержащегося в его моче. Это животное занесено в список уязвимых видов из-за уничтожения лесов и потери естественной среды обитания. Интересный факт. Несмотря на прозвище «медвежья кошка», бинтурунг не является ни медведем, ни кошкой. Он относится к семейству виверовых и большую часть жизни проводит на деревьях, используя свой цепкий хвост как 5-ю конечность для лазания и удержания равновесия. 222. Одно из самых жутких существ на планете, и большинство людей о нем даже не слышали. Цицилия – земноводная, которая выглядит как помесь змеи и червя, а ее пасть способна вызвать настоящий ужас у любого, кто увидит ее вблизи.
Некоторые виды обладают ядовитыми железами, соединенными прямо с зубами, то есть укус буквально отравляет жертву. Но самое странное начинается с рождения. Детеныши цицилий появляются на свет со специальными зубами и сразу принимаются соскребать и поедать питательный верхний слой кожи собственной матери. Та, в свою очередь, позволяет этому происходить. Ее кожа специально обогащается жирами и белками именно для кормления потомства. Природа придумала материнскую любовь задолго до нас, просто в куда более жесткой форме. 223. Только 1 из 4 детенышей выжил. У гепардов смертность детенышей чрезвычайно высока. По данным полевых исследований, до взрослого возраста доживает лишь около 5% малышей. Основными причинами гибели являются нападения львов, гиен, леопардов и других хищников, а также болезни, нехватка пищи и неблагоприятные погодные условия. В первые месяцы жизни детеныши особенно уязвимы, а мать воспитывает их и защищает в одиночку. Несмотря на то, что гепард является самым быстрым наземным животным, его скорость практически не помогает защитить потомство. Пока мать охотится, детеныши остаются беззащитными, и именно это делает их выживание одной из самых сложных задач в жизни гепарда. Именно поэтому увидеть в дикой природе самку, которой удалось вырастить хотя бы одного детеныша до самостоятельного возраста, большая редкость. 224. Это редчайший кадр, на нем настоящий афонский отшельник. Его сфотографировали всего 1 раз, и после этого снимка он причастился, ушел обратно в горы и исчез. Исчез навсегда. Смотрите на это лицо. Это Афон, 1925 год. Старец Агафон – один из тайных подвижников и старцев Святой горы. О нем почти ничего не знали. Где жил, неизвестно, никто не знает, чем он питался и куда потом исчез. Как все было? Старец спустился с гор в скит Святой Анны. Он причастился, и фотограф успел нажать на кнопку. Потом старец снова поднялся в горы и исчез навсегда. Этот тайный старец почти ничего не ел. Одеждой ему служили лоскуты звериных шкур. Летом – рваный подрясник. Зимой он заворачивался в шкуру так, что напоминал эскимоса. И всегда ходил босиком. Всю жизнь одна и та же одежда. Но поражает не это. Старец Агафон нес редчайший на Афоне подвиг юродство Христа ради. Он непрерывно творил в сердце Иисусову молитву и ходил с опущенными вниз глазами. Он ни разу не взглянул человеку в лицо. Говорил, что недостоин видеть лицом к лицу самого Иисуса Христа. О нем практически ничего не знали. Где он жил, монахи только догадывались. Где-то в заброшенной келье в горах. Однажды старца хитростью заманили в пустынную келью и насильно накормили. Только 1 раз. Больше на эту уловку он никогда не попадался. А как и где он молился, никто не видел. Но отцы на Афоне не сомневались. Перед ними великий молитвенник. Увидеть юродивого хотя бы издали уже считалось благословением. Он жил в 20-е и 30-е годы в обители Кавсоколивия. В том же месте, в то же время делал первые шаги старец Порфирий Кавсоколивит. А вот старец Агафон так и остался тайной. Как он попал на Святую гору, тоже никто не знает. Осталось только одно это фото. И это уже сокровище. И знаете, Афон умеет хранить тайны. Там же в 1903 году монах Гавриил снимал, как у ворот монастыря раздают хлеб нищим. Потом проявил снимок, и на нем проявилась женщина, бедно одетая, которая смиренно принимает кусок хлеба вместе с нищими. Это была сама Божия Матерь. Так на Афоне появился ее светописный образ, то есть фотография Богородицы, сделанная на Афоне. И Святая гора показывает на фото то, что мы не видим глазами. А этот кадр 1925 года – все, что осталось от человека, который спрятался от целого мира и молился за весь этот мир. Но он не прятался от Бога, а шел к Нему. 225. Перед нами шестидиум. Миниатюрный представитель настоящих листостебельных мхов, и то, что выглядит как экзотические красные цветы, имеет совершенно иную, завораживающую природу. Биологи сразу мягко поправят: мхи никогда не цветут. У них нет ни корней, ни настоящих цветов, ни семян, ведь они появились на Земле за сотни миллионов лет до первых цветковых растений.
То, что мы принимаем за цветы на фото, это спорофиты, органы размножения, а именно их коробочки, спорангии, в которых созревают микроскопические споры. Уникальность рода шестидиум в том, что его коробочки почти не имеют длинные ножки. Они сидят прямо на верхушках стеблей, окруженные защитными листиками, из-за чего невероятно похожи на букеты крошечных кувшинок. Красные лепестки – это перистом, зубцы по краю коробочки. У шестидиума они окрашены в ярко-красный или бордовый цвет. В сухую погоду зубцы отгибаются наружу, открывая коробочку. Любое дуновение ветра подхватывает созревшие споры и уносит их на новые территории. В сырую погоду или во время дождя зубцы моментально скручиваются внутрь и плотно закрывают вход, защищая споры от намокания и вымывания прямо под ноги родительскому растению. 226. Эксперимент, который запретили навсегда. В 1959 году психолог Гарри Харлоу посадил новорожденную обезьяну в клетку с двумя искусственными матерями. Одна была из холодной проволоки, но давала молоко. Вторая – мягкая, теплая, обтянутая тканью, но без еды. Ученые ждали. Детеныш выберет еду. Логично. Выживание превыше комфорта. Обезьяна выбрала тепло. Она прибегала к проволочной матери только покормиться, а все остальное время цеплялась за тряпичную, прижималась, пыталась обнять. Харлоу понял. Он нащупал что-то огромное и пошел дальше. Туда, откуда дороги назад уже не было. Он начал серию экспериментов, которые назвал «Исследование природы любви». Звучит невинно. Реальность была другой. Он создал устройство, которое назвал «Колодец отчаяния», вертикальную камеру из нержавейки с гладкими стенками. Детенышей обезьян помещали туда на недели. Полная изоляция, темнота, одиночество. Когда их вынимали, обезьяны сидели в углу, раскачивались, кусали себя до крови, смотрели в пустоту. Многие так и остались сломанными на всю жизнь. Харлоу хотел доказать, эмоциональная депривация разрушает психику сильнее голода. Он создавал матерей-монстров, проволочные матери, которые били детенышей металлическими штырями, обдували ледяным воздухом, сбрасывали малышей с себя механизмом катапульты. Детеныши все равно возвращались, цеплялись, искали защиты у того, кто их калечил. Харлоу записывал все, публиковал результаты. Научное сообщество рукоплескало. Он забирал новорожденных от матерей сразу после родов и растил в изоляции. Через год выпускал к сородичам. Обезьяны сидели в углах, кусали себя, нападали на детей, были неспособны к социальному контакту. Самки, выросшие в изоляции, став матерями, убивали собственных детенышей или игнорировали их. Материнский инстинкт умер вместе с первым прикосновением, которого они никогда не получили. В 1970-х годах аспиранты Харлоу начали ломаться. Один ушел из науки, заявив, что больше выносить эти крики не в состоянии. Другие молчали, продолжали. Харлоу пил. Его жена умерла. Он впал в депрессию, прошел электрошоковую терапию, вернулся в лабораторию и продолжил эксперименты, теперь уже изучая депрессию, подвергая обезьян изоляции, чтобы понять свое собственное состояние. К концу жизни Харлоу стал изгоем. Движение за права животных использовали его работы как символ научной жестокости. Его эксперименты легли в основу законов, запрещающих такие исследования. В 1985 году вышли новые этические стандарты для экспериментов с приматами. Повторить то, что делал Харлоу, стало юридически невозможным. Навсегда. Парадокс в том, что его работа изменила мир. Доказательства, которые он получил через пытки обезьян, революционизировали психологию развития, теорию привязанности, понимание детских травм. Больницы перестали изолировать младенцев от матерей. Приюты начали обучать персонал физическому контакту с детьми. Миллионы детей выросли в лучших условиях благодаря знаниям, купленным страданиям обезьян. Гарри Харлоу умер в 1981 году. Последние обезьяны из его лаборатории прожили до 1990-х годов в специальных приютах для травмированных приматов. Многие так и остались сломанными, раскачивались, избегали контакта, смотрели в пустоту. Живые памятники эксперименту, который доказал, любовь важнее еды. Прикосновение важнее выживания. И что цена этого знания бывает чудовищной. 227. Божья коровка.
Все боятся ее, кроме людей. Ядовитая кровь и постоянный аппетит. Как вы относитесь к божьим коровкам? Уважаете их за защиту растений от вредителей или же с улыбкой гоняете прочь? В любом случае, с точки зрения большинства животных, ваше поведение кажется странным. Практически все другие существа испытывают к ним либо страх, либо ненависть. Для таких вредителей, как тля, щитовки и паутинные клещи, божьи коровки – это пятнистые и круглые убийцы, прожорливые и беспощадные. Одного жука достаточно, чтобы уничтожить целую колонию, ведь он способен съесть до 100 насекомых за день. И даже муравьи, охраняющие тлю, не могут справиться с этим жуком. Его крепкие надкрылья покрывают почти все тело, а мощные челюсти позволяют откусить муравью лапу. Только слаженные действия нескольких десятков муравьев способны временно отогнать божью коровку от тли. Если же самка божьей коровки встретит беззащитную колонию вредителей, она не станет их есть, а поступит еще хуже. Отложит рядом яйца. Через 1-2 недели из них появятся личинки, каждая из которых голоднее взрослого жука. За несколько дней личинки полностью уничтожат колонию тли, а затем разбредутся по дереву в поисках новых жертв. Если не найдут их, нападут на других мелких насекомых. Личинки божьих коровок – это активные подвижные хищники с мощными челюстями, способные справиться даже с мелкими пауками. Сам же жук, пожалуй, одна из самых неприятных добыч. Помимо силы, защиты и болезненных укусов, эти насекомые еще и ядовиты. Их гемолимфа содержит более 50 токсинов, для каждого нужен особый антидот. Главным ядом является канторидин, вещество, вызывающее ожоги кожи и нарывы. При попадании на слизистые он вызывает сильное жжение, а на коже зуд и волдыри. Когда жук чувствует опасность, он ломает коленные суставы, чтобы из ран вытекла его горькая и жгучая кровь благодаря токсичным алкалоидам. Божья коровка знает, лучше немного кровоточить, чем погибнуть. Эффективная защита божьей коровки породила подражателей по всему миру. Южноамериканские жуки, филиппинские тараканы и некоторые японские пауки маскируются под нее, чтобы не стать добычей хищников, хотя и не обладают ее ядовитостью. Но хищники настолько боятся божьих коровок, что их плохая слава распространяется и на имитаторов. Людям бояться божьих коровок не стоит. Их яд не пробивает толстую человеческую кожу, разве что при большом количестве или если кожа чувствительная. Но есть этих жуков не рекомендуем, можно серьезно отравиться. Зачем же их есть, если можно просто попросить хлеба? 228. Шлемоносный калау. Клюв этой птицы украшает настолько массивный твердый нарост, что его удары о ветви можно услышать по всему лесу. Шлемоносный калау обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии, где питается в основном инжиром и другими фруктами, растущими высоко в кронах деревьев. В отличие от других калау, его шлем не полый, а сплошной. Самцы нередко сталкиваются в воздухе лоб в лоб в зрелищных поединках за территорию. Бесстрашный гигант тропического леса, обладающий одним из самых необычных шлемов в мире птиц. 229. Знали ли вы, что рекорд по наиболее долгому высиживанию потомства принадлежит осьминогу? Глубоководная самка осьминога охраняла свою кладку целых 53 месяца, более 4 лет. Все это время яйца развивались в холодных водах океана на глубине около 1400 метров, где низкая температура значительно замедляет рост эмбрионов. Когда детеныши наконец появились на свет, они были полностью готовы к самостоятельной жизни в суровых условиях глубокого океана. 230. Кошка прошла 320 километров, чтобы вернуться. Есть истории, которые звучат как сказка, пока не начинаешь проверять факты. Семья Ричардов из Флориды взяла с собой в отпуск домашнюю кошку Холли. Во время поездки в Дейтона-Бич кошка испугалась фейерверка и убежала. Семья искала ее неделю, расклеивала объявления, обзванивала приюты. Безрезультатно. С тяжелым сердцем им пришлось вернуться домой, за 200 миль от места, где пропала Холли. 2 месяца спустя соседка увидела исхудавшую грязную кошку, которая ползла по их улице в Вест-Палм-Бич. Лапы были стерты до крови, шерсть свалялась, вес упал почти вдвое. Когда ее отвезли к ветеринару и проверили чип, выяснилось невозможное. Это была Холли, та самая кошка, которая пропала за 320 километров отсюда.
Ученые до сих пор спорят, как именно кошки и другие животные находят дорогу домой через такие расстояния. Магнитное поле Земли, обоняние, память о Солнце и звездах. Холли не могла знать маршрут, ее везли в машине. Она там раньше не была, но каким-то образом она определила направление и шла. Представьте масштаб этого путешествия. 320 километров пешком. Через незнакомые города, шоссе, реки, чужие территории других котов, собак, машин. Без еды, без воды в нужных количествах, без укрытия. 2 месяца. Любой день мог стать последним. Но Холли продолжала идти. Когда ее вернули домой и вылечили, история облетела весь мир. Ученые из университета Флориды заинтересовались случаем и подтвердили: да, это та самая кошка, да, расстояние реальное, да, она действительно каким-то образом нашла путь домой. Почему эта история так цепляет? Потому что в ней кошка перестает быть просто милым независимым питомцем. Она превращается в существо с такой силой воли и привязанностью к дому, что готова пройти сквозь ад, голод и боль, просто чтобы вернуться туда, где ее любят. Иногда фраза «кошка гуляет сама по себе» разбивается об одну упрямую истину. Некоторые кошки готовы пройти полстраны, лишь бы снова оказаться на своем крыльце. 231. Свинья легла под машиной ради нее. Есть истории, которые сначала звучат почти смешно. Домашняя свинья выбежала на дорогу, мешала машинам и устроила переполох. Пока не узнаешь, почему она это делала. И тогда становится не до улыбок. Лулу была вьетнамской веслобрюхой свиньей. До того, как стать героем, она уже успела побыть неудобным животным. Таких свинок часто берут очарованные размером поросенка, а потом сталкиваются с реальностью взрослой жизни. Но именно Лулу однажды оказалась рядом, когда ее хозяйке Джо Энн Алтсман стало плохо. По широко разошедшейся истории, женщина пережила сердечный приступ и не могла самостоятельно дотянуться до телефона и позвать на помощь. Дом стоял не так, чтобы соседи мгновенно услышали беду. Человеку в таком состоянии остается только ждать или надеяться, что рядом есть кто-то, кто поймет, что происходит. Лулу поняла. Она выбралась наружу и понеслась к дороге. Но машины не останавливались. Тогда свинья сделала то, что и превратило случай в легенду. Выбежала прямо на проезжую часть и легла перед автомобилем, заставив водителя наконец затормозить. Когда человек вышел посмотреть, что происходит с этой странной настойчивой свиньей, Лулу не разбежалась в стороны, а повела его обратно к дому. Так помощь и пришла к хозяйке. В этой истории самое сильное – контраст между тем, как люди привыкли смотреть на животных, и тем, чем они иногда оказываются на деле. Для кого-то свинья – повод для шутки, для кого-то экзотический питомец, а для одной женщины Лулу стала тем существом, которое не позволило беде закончиться в одиночестве. После этого случая о Лулу писали во всем мире, ей вручали награды, ее называли героиней, но, если честно, в этой истории больше всего цепляет не слава, а картина дороги, по которой несется маленькая упрямая свинья, потому что дома лежит ее человек, а времени остается слишком мало. 232. Моряки говорили о них 500 лет, и им не верили. Потом волна убила корабль. В январе 1995 года нефтяная платформа Драупнер в Северном море зафиксировала волну высотой 25,6 метра, при общем волнении моря около 12 метров. Приборы записали это автоматически. Платформа повреждена. Это был первый научно задокументированный случай аномальной волны. Ее назвали «волна-убийца» – «Rogue Wave». До этого момента официальная наука считала такие волны матросскими байками. Пьяные моряки рассказывают страшные истории про стены воды, которые появляются из ниоткуда и уходят в никуда. Бред. Фольклор. Математические модели океанских волн того времени показывали: волна высотой вдвое больше окружающих. Событие настолько редкое, что за всю историю мореплавания должно было случиться несколько раз. Может быть. Потом появился Драупнер. Потом запустили спутники с радарами, которые смотрели на океаны, и за 3 недели наблюдений в 2001 году обнаружили 10 волн высотой больше 25 метров в разных точках Мирового океана. 10 за 3 недели! Официальная наука срочно пересматривала модели. Аномальные волны реальны. Их характеристики нарушают все стандартные законы гидродинамики.
Обычная волна имеет соотношение высоты ко впадине около 1 к 7. Аномальная волна 1 к 2 или круче. Перед ней глубокая впадина, яма в океане, в которую корабль проваливается носом, а потом стена воды обрушивается сверху. Они появляются в спокойных или умеренно штормящих условиях, без предупреждения. За несколько секунд на месте обычного моря вырастает вертикальная стена воды. Высота задокументированных случаев от 20 до предположительно 40 метров. Для сравнения, высота 12-этажного здания около 36 метров. Давление такой волны на корпус корабля достигает 100 тонн на квадратный метр. Суда строятся выдерживать 15 тонн. Почему стандартные модели не предсказывали их? Потому что классическая теория волн основана на линейной физике. Волны складываются и вычитаются предсказуемо. Аномальные волны – нелинейный эффект, где несколько волн при определенных условиях резонируют и вся их энергия концентрируется в одной точке. Это называется фокусировка волн. Несколько волновых систем пересекаются под нужным углом, и вместо суммы нескольких обычных волн получается одна гигантская. Особенно часто это происходит на пересечении морских течений. А Гульясово течение у берегов Южной Африки – одно из самых опасных мест. Там теплое и холодное течение встречаются под углом к доминирующим волнам. Корабли пропадали там столетиями. Теперь стало понятно. Они встречали аномальные волны. После 1995 года ретроспективно пересмотрели истории пропавших и поврежденных кораблей. Оказалось, что сотни необъяснимых катастроф, когда большое судно исчезало при умеренном шторме, это, вероятно, аномальные волны. В 1978 году контейнеровоз «Мюнхен» водоизмещением 26 тысяч тонн пропал в Атлантике. Последний сигнал – стандартный. Шторм умеренный. Нашли только несколько обломков, спасшихся нет. 28 человек пропали. Обломки нашли на высоте 20 метров над ватерлинией, то есть удар пришелся сверху. Аномальная волна. Сейчас системы предупреждения об аномальных волнах разрабатываются, но они несовершенны. Слишком сложно предсказать нелинейные эффекты в реальном океане с его течениями, ветрами, сейсмической активностью. Океан слишком сложен и слишком велик, чтобы следить за каждым его участком. Поэтому аномальные волны продолжают появляться из ниоткуда. Убивают корабли и уходят, не оставляя следов, только обломки и вопросы. 233. Знаете ли вы, что игра Хавьера Бардема в роли Антона Чигура в фильме «Старикам тут не место» была названа независимой группой психологов самым реалистичным изображением психопата в журнале судебных наук? Чигур – наемный убийца, лишенный совести, раскаяния и сострадания. Он описан Карсоном Уэллсом, центральным персонажем романа, как убийца-психопат в возрасте 30 лет со смуглым лицом и глазами голубыми, как лазурит. Его фирменное оружие – парализатор с невыпадающим болтом, который он использует, чтобы убивать своих жертв, а также как инструмент для выбивания дверных замков. Он также владеет полуавтоматическим дробовиком Remington 1187 с шумоподавлением. На протяжении как романа, так и фильма Чигур подбрасывает монетку, чтобы решить судьбу некоторых из своих жертв. Когда Джоэл и Итан Коэн обратились к Хавьеру Бардему с предложением сыграть Чигура, он ответил: «Я не вожу, я плохо говорю по-английски и ненавижу насилие». Коэны ответили: «Вот почему мы вам позвонили». Бардем сказал, что согласился на эту роль, потому что мечтал сняться в фильме «Братьев Коэнов». 234. Гренландский тюлень – одно из самых узнаваемых животных Арктики. Самки рожают детенышей прямо на дрейфующих льдинах. Новорожденные малыши покрыты густой белоснежной шерстью, которая помогает им сохранять тепло и маскироваться среди снега и льда. В первые недели жизни мать кормит детеныша очень жирным молоком, благодаря чему он быстро растет и набирает вес, необходимый для выживания в суровых полярных условиях. Такая тесная связь между матерью и малышом играет ключевую роль в их выживании среди морозов и постоянно движущихся льдов. Благодаря своей красоте и удивительной приспособленности к жизни в Арктике, гренландские тюлени считаются одними из самых очаровательных морских млекопитающих на планете. 235. Он придумал то, что сегодня есть почти в каждой кладовой, и этим изменил историю человечества. Его имя знают единицы, но его изобретение кормило армии, спасало моряков,
помогало городам расти и дало миллионам людей шанс не умереть от голода. Его звали Николя Пер. Франция, 1795 год. Страна еще не оправилась после кровавых лет революции. Войны продолжались, армии двигались все дальше от дома, и перед военными встала проблема, которую не могли решить ни генералы, ни стратеги. Еда портилась быстрее, чем доходила до солдат. Хлеб покрывался плесенью, мясо гнило, овощи не выдерживали дороги. Моряки и солдаты жили на сухарях, таких твердых, что ими можно было сломать зубы, и на пересоленном мясе, которое часами вымачивали, чтобы хоть как-то проживать. Голод, истощение и цинга убивали не хуже пуль. Тогда французское правительство объявило награду – 12 тысяч франков тому, кто найдет способ долго хранить еду для армии. За это дело взялся Николя Пир. Он не был великим ученым, не имел лаборатории, не знал о микроорганизмах, так как наука еще не объяснила их роль в порче продуктов. Он был поваром и кондитером. Человеком, который понимал еду не из учебников, а руками, запахом, опытом и ежедневным трудом у огня. И он начал экспериментировать год за годом. Он пробовал бутылки, банки, керамические сосуды. Закрывал их воском, пробками, металлом. Нагревал по-разному, менял время, температуру, форму посуды. Большинство попыток заканчивались провалом. Еда портилась, стекло трескалось, сосуды взрывались от давления, крышки пропускали воздух, деньги исчезали, надежда таяла. Так прошло 14 лет. 14 лет неудач, разбитого стекла, испорченных продуктов и насмешек. Кто-то считал его чудаком, кто-то думал, что он просто сошел с ума. Но Пер не остановился. И в один прекрасный день он нашел способ. Широкогорлые стеклянные банки, правильно подготовленная еда, герметичное закрытие, а затем нагревание в кипящей воде в течение точно определенного времени. Результат казался почти чудом. Горох оставался зеленым, мясо не портилось, бульон сохранялся чистым, еда могла стоять неделями, месяцами, а иногда и годами. Пер не мог объяснить, почему это работает. Но он знал главное – это работало. В 1809 году он представил свой метод французским властям. Флот испытал его на море, и результаты поразили всех. Моряки, которые раньше страдали от цинги после долгих плаваний, начали получать овощи, хранившиеся значительно дольше. В 1810 году Пер получил обещанную награду. Но было условие – он должен был опубликовать свой метод, чтобы им могли пользоваться все. Так мир получил один из первых практических способов консервирования еды. И это изменило гораздо больше, чем кажется. До Пера человечество было привязано к сезону, соли, сушке и короткому сроку свежести продуктов. Далекие походы, долгие морские путешествия, большие города – все это упиралось в простой вопрос – как накормить людей, когда еда портится? Его открытие дало ответ. Со временем стеклянные банки начали заменять металлическими емкостями. Появились фабрики, изменилась логистика, путешествия стали дольше – армии мобильнее, города крупнее, продовольственное снабжение стало надежнее. Но сам Николя Пер не стал всемирно известным героем. Он умер в 1841 году в возрасте 91 года, испытывая финансовые трудности. Значительную часть денег он потратил на дальнейшие опыты, совершенствование метода и обучение других. Его изобретение жило дальше, а его имя постепенно исчезало из памяти. Сегодня мы открываем банку горошка, томатов, фасоли, рыбы, супа или фруктов и почти никогда не задумываемся, что за этим стоят годы упорства одного человека. Человека, который 14 лет кипятил банки на своей кухне, ошибался, начинал сначала и не сдавался. Николя Пер не просто придумал консервы. Он помог человечеству победить одну из древнейших проблем – быструю порчу еды. Он спас миллионы от голода. И, возможно, в следующий раз, когда вы откроете обычную банку с полки, стоит вспомнить его имя – Николя Пер. Потому что иногда историю меняют не короли, не генералы и не императоры. Иногда ее меняет повар, который просто отказался сдаваться. Он придумал то, что сегодня есть почти в каждой кладовой. И этим изменил историю человечества. 236. Метка выжившего. Почему шрам от прививки против оспы выглядит как боевое ранение?
Если вы родились в прошлом веке или застали определенные медицинские стандарты, то наверняка замечали на своем левом плече или у родителей этот странный круглый рубец, похожий на след от маленького метеорита. В детстве нам часто говорили, что это просто шрам от прививки. Но на самом деле этот след – результат почти средневековой экзекуции, которую медицина устроила ради спасения человечества. Эту вакцину вводили вообще не так, как обычные уколы. Врач брал жутковатого вида двузубую иглу, похожую на микровилку, макал ее в раствор и начинал методично и быстро царапать кожу. Задача была суровая – вбить живой, хоть и ослабленный вирус прямо под эпидермис. После этого на плече разыгрывался настоящий мини-апокалипсис. Организму устраивали контролируемую локальную инфекцию. Сначала вскакивал волдырь, потом он превращался в гнойник, покрывался коркой и в итоге отваливался. Зато пока иммунитет воевал в этой песочнице, он намертво заучивал, как побеждать настоящую черную оспу. Цена победы над одной из самых страшных болезней в истории – вот этот маленький круглый шрам на плече. Самая успешная медицинская спецоперация планеты оставила на миллионах людей одинаковое клеймо. Настоящая метка выжившего, которая доказала, что наука оказалась сильнее болезни. Так что если у вас есть этот круглый рубчик, гордитесь. Вы официально отмечены глобальным историческим флешмобом. Единственный минус – этот суровый артефакт на теле никак не получится выдать за след от пулевого ранения или схватки с акулой, как бы ни хотелось на первом свидании. 237. Набатейцы строили удивительные города в древней пустыне. Кто они такие и куда исчезли? Набатейцы сделали из пустыни торговый центр и перевалочный пункт. Представьте картину. Караван идет через жару, пыль и места, где даже верблюд начинает сомневаться в карьерном выборе климатической зоны. А потом впереди появляется город, вода, еда, ночлег, защита и честные правила торговли. Так работали Петра и Хегра, города набатейцев. Этот народ жил на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии и прославился тем, что научился управлять главным ресурсом пустыни – водой. Набатейцы строили плотины, цистерны, акведуки и тайные подземные резервуары. Для чужака вокруг был просто песок и камни. Для набатейца – карта спрятанных источников жизни. На сервисе они разбогатели. Конечно, нашлись желающие их ограбить, но в пустыне догнать набатейца – это утопия. Пришел враг, набатейцы уходили туда, где у противника быстро заканчивались вода, силы и вера в успех, а сами они знали, где под песком спрятаны запасы. В 106 году нашей эры Римская империя все-таки присоединила Набатейское царство. Потом торговые пути сместились, караваны ушли к другим городам, и Петра с Хегрой начали пустеть. Остались скалы, гробницы и фасады, которые стоят до сих пор и выглядят монументально. 238. На фото гигантский дождевой червь в Австралии. Отдельные особи Megascolidus australis вырастают до 3 метров, весят до 700 граммов. Живет он в районе реки Бас и почти никогда не вылезает на поверхность. Всю жизнь проводит в норах на глубине до 2,5 метров, ест корни и перегнившую органику. Тело очень хрупкое. Если взять неаккуратно, червь легко рвется и выделяет ярко-красную жидкость. Поэтому то, что вы видите на фото, это, правда, очень редкие и сложные кадры. 90% будут неудачными, в основном сделанные зоологами, которые про хрупкость червяков знают. Самое жутко прекрасное – его можно услышать. Когда такой червь ползет под землей, а тем более если их там несколько, с поверхности слышно характерное бульканье и жужжание. Те, кто слышал, описывают это, как буквально эффект «земля закипела». Живет такой червяк до 15 лет, что по меркам червяков феноменальный долгожитель. В нашей полосе изредка тоже встречаются черви-гиганты, но их длина не превышает 40 сантиметров. Малыши по австралийским меркам. 239. Остров Сокотра, архипелаг в Аравийском море, принадлежит Йемену и находится примерно в 350 километрах от побережья страны. Из-за многолетней изоляции здесь сформировалась уникальная природа. Около трети местных растений не встречаются больше нигде в мире. Самый известный символ острова – драконовые деревья с зонтичной кроной, из которых выделяется красная смола, известная как
драконья кровь, благодаря своей уникальной экосистеме Сокотра включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 240. В 1903 году тюремная система США резко сломалась, потому что споткнулась о двух людей с одинаковыми лицами. В федеральную тюрьму Ливенворт привезли нового заключенного, Уилла Уэста. Служащий начал обычное оформление, спросил фамилию, поднял картотеку и внезапно обнаружил там его же. Фото совпадает, фамилия совпадает. Измерения тела по модной тогда системе Бертильона совпадают почти до миллиметра. Голова, уши, пальцы, размах рук. Только человек перед ним клялся, что здесь впервые. И он не врал. В тюрьме уже сидел другой заключенный, Уильям Уэст, осужденный раньше. Они не были близнецами, родство документально не нашли, биографии разные, поведение разное. Но внешне и по антропометрии система видела почти одного человека. До этого преступников пытались надежно различать по измерениям тела. Метод считался почти железным. Если совпали 14 параметров, значит перед нами тот самый человек. Вероятность полного совпадения оценивали как ничтожную. Выход нашли на кончиках пальцев. У обоих сняли отпечатки. И там совпадений уже не было. Ни одна линия не повторялась. Два похожих лица оказались двумя разными людьми, а криминалистика получила метод, который быстро вытеснил измерение ушей штангенциркулем. Через год дактилоскопия стала стандартом для мест заключения. Позже появились огромные базы отпечатков, а сама история Ливенворта превратилась в учебный пример. Даже самая аккуратная система может рухнуть от одного хорошего исключения. И в этом есть полезная мысль для любой эпохи, особенно для нашей, где технологии снова обещают абсолютную точность. Если два человека выглядят одинаково для системы, это еще не значит, что система права. 241. Скандинавы помешаны на природе. Шведы, норвежцы и датчане постоянно ходят в походы. На улицах Осло я встречал меньше людей, чем в лесу возле Осло. Если не поход, то лыжи. Если нет снега, то лыжи на колесиках. Если нет ровной дороги, то велосипед. Если не проехать, то на лодке по фьорду поплавать. А если не проплыть, то поход, конечно. Магазины с походным снаряжением у них на каждом шагу. Если на центральных улицах в других странах обычно будут Шанели и Луи Виттоны, то в скандинавских городах магазины для походов. У них даже есть походные лакшери-бренды с футболками за 15 тысяч и куртками за 80 тысяч рублей. И носят эту походную одежду они даже в повседневной жизни. Идешь по центру города и видишь кучу людей в походных штанах и куртках. Девочки в платьях и мужики в костюмах, но обязательно в трекинговых ботинках. Нигде больше я не встречал такой концентрации спортивных, стройных и подтянутых людей, как в скандинавских странах. Но если твое главное хобби – шариться по лесам и горам, держать себя в форме гораздо проще. За пределами городов повсюду можно увидеть уютные деревянные домики, в которые работяги приезжают на выходные, чтобы отдохнуть от городской суеты. Но натурально, идешь по лесу, видишь дом, к которому даже дороги нет, а это чья-то дача. И выглядят они всегда очень атмосферно, сказочно, прекрасно вписываются в пейзаж. 242. Пара попугаев вымирающего вида вывела 55 птенцов. Пара редчайших новозеландских горных прыгающих попугаев помогла резко увеличить численность вида, который ранее дважды признавался вымершим. Самец Начо и самка Трикси за 2 года вывели 55 птенцов, более 10% всей популяции этих птиц. Новозеландский горный прыгающий попугай или оранжево-лобой кокарики Цианорамфус малярби. Исчезающий вид попугаев, обитающий в Новой Зеландии. Название они получили из-за своей повадки бегать по земле в нижнем ярусе леса вместо полета. Всего в мире осталось около 450 особей этого вида. Попугаи Начо и Трикси были объединены в пару в 2024 году в новозеландском природоохранном центре Isaac Conservation and Wildlife Trust. С тех пор птицы стали рекордсменами по размножению. Только за текущий год у них появилось 33 птенца. Последняя кладка включает еще 7 птенцов. 243. Стивен Сигал со своей первой семьей в Японии. На фото молодой Стивен Сигал, его первая жена Мияко Фудзитани и их сын Кентара. В те годы Сигал жил в Японии, глубоко изучал айкидо и работал в додзё семьи Фудзитани. Мияко была дочерью известного мастера боевых искусств,
и сама обладала высоким уровнем мастерства в айкидо. Стивен стал одним из первых иностранцев, сумевших открыть собственное дадзё айкидо в Японии. Именно там он не только совершенствовал свое искусство, но и погружался в японскую культуру и традиции. Позже он вернулся в США, где начал преподавать айкидо и постепенно приобрел известность, которая впоследствии привела его в кино. В 1987 году брак распался, а спустя некоторое время Сигал создал новую семью с американской актрисой Келли Леброк. В браке с Мияко у него родились двое детей. Кентаро Сигал, который стал актером и продолжил заниматься боевыми искусствами. Аяко Фудзитани, известная японская писательница, сценаристка и актриса. Мияко Фудзитани и сегодня живет в Японии, руководит собственным дадзё и является обладательницей 7-го дана по айкидо, очень высокого уровня мастерства, которого достигают немногие. Эта фотография была сделана задолго до голливудской славы Стивена Сигала. Здесь еще нет кинозвезды, которую узнает весь мир. Есть молодой человек, семья, японские традиции и путь, который только начинается. 244. Гонконг является одним из самых густонаселенных районов в мире. На каждый квадратный километр приходится 6400 жителей. Для проживания такого количества народа власти плотно застраивают многоэтажными домами большие площади. При этом в Гонконге один из самых низких в мире суммарных коэффициентов рождаемости. То есть там не рождаются дети, точнее до 6 рождений на 1000 человек. Гонконг – один из ведущих финансовых центров Азии и мира. 245. Люди уже сдались, а дельфин нет. Берег Новой Зеландии, мелководье, застрявшие киты и та самая тяжелая усталость, когда люди уже делают все возможное и начинают понимать, что этого может не хватить. 2 карликовых кашалотов снова и снова разворачивало к опасному мелководью. Их пытались направить, толкали, выводили безрезультатно. Казалось, что дальше будет только один из самых горьких финалов у моря. И тогда появился Мако, хорошо известный в тех местах дельфина Фалина. История 2008 года быстро облетела мир именно потому, что звучало почти невероятно. После неудачных человеческих попыток Мако подплыл к застрявшим животным и повел их через узкий безопасный проход обратно в глубокую воду. Можно долго спорить, что именно произошло с точки зрения поведения животных. Было ли это социальное вмешательство, реакция на стресс других китообразных, игра или еще что-то, что мы до конца не умеем назвать? Но есть факт, который и делает эту историю такой сильной. 2 животных были на грани гибели, люди уже почти выдохлись, а один дельфин вдруг сделал то, что не получалось у целой группы людей. Мако не подписывал договор на спасательные работы и не знал, что потом попадет в новости. Он просто вошел в воду, где царили паника и беспомощность, и повел за собой. В этом, наверное, и заключается сила истории. Она напоминает, как ограничен наш взгляд на чужой ум и на чужую способность к помощи. Иногда спасение не приходит с лодкой и мотором. Иногда оно всплывает гладким серым изгибом, рядом с теми, кто уже почти потерял направление, и показывает выход лучше, чем вся человеческая суета на берегу. 246. На картине Альфреда Бестолла «История о привидениях», написанной в 1930 году, обычный семейный вечер превратился в нечто волшебное. Глава семьи так увлеченно и красочно рассказывает страшную историю, что привлек внимание не только своих домочадцев, но и самого настоящего призрака. Полупрозрачный рыцарь в доспехах склонился над креслом и с тем же завороженным интересом слушает рассказчика. Похоже, он и сам удивлен тем, что слышит. Взрослые слушатели, затаив дыхание, ловят каждое слово. Их лица отражают весь спектр эмоций от страха до изумления. Заметил незваного слушателя лишь самый юный член семьи, девочка в желтом платье, испуганно прижавшаяся к матери. Ироничная иллюстрация, где вымысел и реальность волшебным образом переплетаются, в свое время украсила обложку журнала «Нью-Йоркер». 247. В некоторых районах Дании старые морские контейнеры получают неожиданную вторую жизнь. Их превращают в современные студенческие общежития.
Вместо того, чтобы годами простаивать в портах или на складах, списанные контейнеры переоборудуют в компактные жилые помещения с утеплением, окнами, кухнями, рабочими зонами для учебы и общими пространствами для отдыха. Такое решение оказалось особенно полезным в университетских городах, где спрос на доступное жилье для студентов постоянно растет, а свободной земли становится все меньше. Контейнеры имеют прочную конструкцию, их можно легко размещать друг на друге, что позволяет строить жилые комплексы быстрее, чем многие традиционные здания. Некоторые проекты включают велосипедные парковки, зеленые зоны на крышах и уютные общественные пространства, где студенты могут общаться и проводить свободное время. Эта идея нравится не только жителям, но и экологам. Повторное использование контейнеров снижает потребность в новых строительных материалах и помогает сократить количество отходов. Кроме того, такие проекты показывают, что даже небольшие квартиры могут быть удобными и комфортными, если их грамотно спроектировать. Особенно удивляет контраст между прошлым и настоящим этих конструкций. Когда-то они перевозили грузы через океаны, а сегодня помогают решать проблему доступного жилья для студентов. 248. Глубоко в океане обитает сельдяной король, одна из самых длинных костных рыб в мире. Его длина может достигать 11 метров, а тело отличается серебристым блеском и ярко-красными плавниками. 249. Самое уединенное место в мире. Столб Кацхи в Грузии – это храм на скале высотой 40 метров. На вершине площадью 10 на 17 метров уместились несколько построек, включая храм, склеп, крошечные кельи и погреб. Место появилось между VI и VIII веками, и остается лишь поражаться упорству древних строителей. Нынешний вид – реставрация. А наверх можно подняться по подвесной лестнице, установленной после первой экспедиции 1944 года. Как взбирались раньше – загадка. Долгое время столб считался заброшенным, пока вот на 1990-х годах здесь не возродилась монашеская жизнь, а местный монах Максим Ковторадзе прожил в одиночестве на вершине около 20 лет, спускаясь вниз лишь дважды в неделю. Интересно, что на вершине обнаружен винный погреб Марани, что указывает на развитое хозяйство даже в таких экстремальных условиях. Древние надписи на камнях столпа датируются XIII веком, а само место на протяжении столетий называли «крепостью одиночества». Доступ для туристов на саму вершину сейчас закрыт, чтобы не нарушать покой монахов, поэтому полюбоваться храмом можно только снизу. Это место окутано легендами, и местные жители до сих пор верят, что столб является связующим звеном между небом и землей. Примечательно, что продукты и воду наверх поднимают с помощью лебедки, а сама лестница, ведущая к небу, считается одной из самых опасных в мире. 250. В южнокорейском зоопарке обитает левица по имени Луна, ставшая знаменитой благодаря аномально длинным ресницам. Нестандартные черты морды животного стали поводом для сравнения с персонажем диснеевских мультфильмов. На этом я бы хотел закончить это видео с 250 малоизвестными фактами, которые полностью правдивы. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Уинстон Черчилль не скрывал, что страдал от депрессии. Он называл ее своим «черным псом», темной тенью, которая могла следовать за ним даже тогда, когда он находился на вершине власти. Но у Черчилля был свой способ – не дать этой тьме полностью овладеть им. Это были не громкие речи и не политические победы. Это было простое физическое действие – кирпич. В своем поместье Чартвилл в графстве Кент он собственноручно клал примерно 200 кирпичей в день, ряд за рядом, стена за стеной. Строил садовые стены, хозяйственные постройки, иногда целые конструкции. Важен был не только результат, но и сам процесс. Его принцип был прост – занять руки, чтобы дать покой уму. Когда наваливались тяжелые мысли, он брал кельму. Когда тревога сковывала, клал один кирпич, потом еще один и еще. Говорят, Черчилль настолько серьезно относился к этому делу, что даже вступил в профсоюз каменщиков. Представьте, британский премьер-министр с членским билетом строителя. Есть фраза, которую часто связывают с его опытом. Депрессия не любит человека, который продолжает двигаться. Иногда путь сквозь тьму начинается не с большого решения, а с маленького действия. Сделать шаг.
выполнить простое дело, положить свой кирпич сегодня, а завтра еще один, и еще, и еще. Вот такими у нас получились 250 малоизвестных фактов, которые полностью правдивы. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех, поддержавших наш канал, материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить большой палец вверх, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.